Я приветствую всех на моем канале. Сегодня мы с вами свяжем вот такую маленькую салфетку. Можно как декорацию связать в форме листочка. Такой симпатичный, красивый листочек. Я вам желаю приятного просмотра. Мы начинаем вязание. Для этого я завожу крючок под нить, поднимаю нить вверх, прокручиваю вот так крючок, нить держу внизу и провязываю первую воздушную петлю. Эту мы не затягиваем, оставляем вот так, как она есть. И теперь вяжу 3 воздушные петли. И теперь в первую петлю я провязываю первый столбик с накидом. Накид завожу крючок в петлю, протягиваю нить, первые 2 петли провязываю и вторые 2 петли. Это столбик с накидом. И теперь мы вяжем в эту же петлю следующие столбики с накидом. Все вместе мы провязываем 15 столбиков с накидом. Вот я провязала 15 столбиков. И теперь я закрываю ряд, завожу в 3-ю воздушную петлю и соединительной петлей вот таким образом я закрываю ряд. Следующий ряд я начинаю 3 воздушные петли. И теперь мы вяжем столбик с накидом в следующую петлю. Вот здесь завожу крючок и провязываю столбик с накидом. Теперь провязываю 1 воздушную петлю и вяжу столбик с накидом в это же место, где мы провязали первый столбик. Туда же завожу крючок и провязываю первый столбик, первые 2 петли первого столбика. Теперь делаю опять накид и в следующую петлю завожу крючок, протягиваю нить и провязываю первые 2 петли. 3 петли на крючке, все 3 провязываю, 1 воздушная петля. И теперь мы повторяем накид в эту же петлю, где мы последний столбик провязали, завожу крючок, протягиваю нить, первые 2 петли провязываю. Еще 1 накид, в следующую петлю завожу крючок, протягиваю нить, первые 2 петли провязываю. 3 петли на крючке и провязываю все 3 петелечки, 1 воздушная петля. И еще раз повторяем. Накид в эту же петлю, где мы уже провязывали, завожу, провязываю первый столбик, накид, в следующую петлю завожу, провязываю второй столбик, 2 петли, 3 петли на крючке и все 3 петли провязываю вместе. И таким образом мы вяжем дальше. То есть мы провязали 2 столбика с накидом с общей вершиной. И так мы довязали до конца ряда. То есть у нас должно получиться 16 столбиков. И в конце ряда я провязываю 16 столбик, завожу крючок там, где уже мы вязали столбик. И завожу крючок вот здесь, где у нас воздушные петли. Еще раз вот здесь 2 петли провязываю, 3 петли, все 3 провязываю. И в общем у нас должно получиться 16 столбиков с одной вершиной. И теперь закрываю ряд, в 3-ю петлю завожу крючок, в 3-ю воздушную. Можно вот здесь сверху завести. И закрываю соединительной петлей. Так вот у нас выглядит. Серединку можно немножко затянуть. И теперь мы вяжем 3-й ряд. Мы следующим образом, то есть вот здесь, где у нас воздушная петля, вот здесь я провязываю 2 столбика без накида. Сначала я провяжу воздушную петлю, и теперь вот там, где у нас 1 воздушная петля, я провязываю 2 столбика без накида.
Теперь там, где у нас вот эти вот 2 столбика с общей вершиной, я провязываю 1 столбик без накида. Вот здесь завожу крючок и провязываю 1 столбик без накида. И теперь там, где у нас воздушная петля, провязываю 2 столбика без накида. Первый, второй столбик без накида. То есть мы провязали 5 столбиков без накида. Теперь я провязываю там, где у нас вот эти вот 2 столбика с общей вершиной, я вот сюда провязываю столбик, полустолбик, накид. И вот так 3 петли провязываю вместе. Там, где у нас воздушная петля, я провязываю 2 полустолбика. Первый полустолбик и второй полустолбик. Теперь там, где у нас столбики, вот здесь я провязываю 1 столбик с накидом. Завожу крючок вот здесь и провязываю столбик с накидом. Теперь там, где у нас воздушная петля, я провязываю 3 столбика с накидом. Вот здесь, там, где петля, завожу крючок и провязываю первый столбик, второй столбик и третий столбик. В следующую воздушную петлю, то есть вот сюда завожу крючок, то есть пропускаю вот эти 2 столбика и провязываю опять 3 столбика с накидом. Опять эти оба столбика я пропускаю. И в следующую воздушную петлю я провязываю вот здесь опять 3 столбика с накидом. Мы провязываем в общем 4 раза по 3 столбика с накидом. Еще в следующий тоже провяжем 3 столбика. И потом мы вяжем, после того, как 4 раза провязали, 2 столбика с накидом и 1 столбик с 2 накидами. Делаю 2 накида, завожу крючок и последний столбик я вяжу с 2 накидами. Еще раз вам покажу. То есть мы провязали 4 раза там, где у нас по 3 столбика, и 5-й раз мы провязали 2 столбика с накидом и 1 с 2 накидами. Если вот мы здесь посмотрим, вот здесь у нас начало вязания. Вот здесь раз, получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, вот 8-я воздушная петля у нас здесь получается. И теперь мы вяжем с другой стороны, у нас тоже должно быть 8 петель остаться, как раз получается середина. И теперь мы вяжем вторую сторону точно так же. 2 накида, там где воздушная петля, завожу крючок и провязываю столбик с 2 накидами. Теперь 2 столбика с 1 накидом в это же место. И теперь мы вяжем 4 раза по 3 столбика с накидом. В следующую воздушную петлю 3 столбика с накидом. Это первый раз. Теперь вяжем второй раз. 3 столбика с накидом. Еще провязываем 2 раза. 4 столбика я провязала. Теперь провязываю столбик с накидом и 2 полустолбика. Первый полустолбик и второй полустолбик.
Теперь я провязываю здесь, где у нас 2 столбика, 1 полустолбик. Теперь вяжу здесь, где у нас воздушная петля, 2 столбика без накида. Теперь там, где 2 столбика, еще 1 столбик без накида. И в последнюю воздушную петлю я провязываю 2 столбика без накида. И таким вот образом у нас выглядит этот ряд. И теперь мы вяжем следующий ряд. Мы с вами вот здесь провязали 5 столбиков без накида. В первый столбик без накида я вяжу опять 1 столбик без накида. 2 воздушные петли. Пропускаю 1 столбик без накида и в третий столбик вяжу столбик без накида. 2 воздушные петли. Теперь в 5 столбик одну пропускаю петлю в 5 столбик, вяжу столбик без накида. 2 воздушные петли. Одну петлю пропускаю и в следующую петлю провязываю столбик без накида. 2 воздушные петли. Одну петлю пропускаю, столбик без накида. 2 воздушные петли. Одну петлю пропускаю, в следующую петлю столбик без накида. 2 воздушные. Одну петлю пропускаю, столбик без накида, 2 воздушные. Одну пропускаю, столбик без накида. И таким образом я вяжу до конца ряда, то есть одну пропускаю, 2 воздушные петли и так далее. Таким вот образом выглядит. Вот я довязала до конца ряда. В конце ряда у меня 2 воздушные петли. Одну пропускаю. И вот здесь вот я делаю соединительную петельку в первый столбик без накида. И теперь мы с вами вяжем следующий ряд. Одна воздушная петля. В столбик, там где у нас воздушная петля, я вяжу 2 столбика без накида. В столбик без накида вяжу столбик без накида. Там где воздушная петля, вяжу 2 столбика без накида. В столбик без накида еще 1 столбик без накида, то есть 6 столбиков без накида мы провязали. В следующую воздушную я вяжу полустолбик, первый и второй. Теперь в следующую воздушную петлю я вяжу первый столбик с накидом, второй столбик с накидом и третий столбик с накидом. В следующую воздушную петлю также провязываю 3 столбика с накидом. И так мы повторяем. И повторяем в общем 6 раз, то есть 2 раза я провязала, и еще 4 раза провязываем. Вот я 6 раз провязала. В следующую воздушную петлю я вяжу 2 столбика с накидом. И 1 столбик с 2 накидами. В следующую воздушную петлю я вяжу 2 столбика с 2 накидами и 1 столбик с 3 накидами. Первый столбик с 2 накидами, второй столбик с 2 накидами и 1 столбик с 3 накидами. И по 2 петелечки вот так провязываем.
Вот так вот таким образом выглядит. Теперь я провязываю 2 воздушные петли и повторяем все то же самое. То есть мы сейчас опять находимся на середине. Первый столбик с 3 накидами провязываю. И теперь 2 столбика с 2 накидами. Первый и второй столбик с 2 накидами. В следующую воздушную петлю, вот так вот выглядит у нас здесь вершина. В следующую воздушную петлю я провязываю 1 столбик с 2 накидами. И теперь 2 столбика с 1 накидом. И теперь мы вяжем по 3 столбика с 1 накидом. И повторяем 6 раз по 3 столбика с 1 накидом. Вот я провязала. И теперь в следующую воздушную петлю я провязываю 1 столбик, 1 полустолбик, второй полустолбик, теперь вот в эту петлю без накида я провязываю столбик без накида. Теперь в воздушную петлю 2 столбика без накида, в следующую петлю провязываю 1 столбик без накида и в воздушную петлю провязываю 2 столбика без накида. И вот так выглядит этот ряд. И теперь мы с вами вяжем последний ряд. Этот ряд я закрываю соединительной петлей. Так лучше всего выглядит. Вот здесь в последнюю петлю можно завести и таким образом закрыть ряд. И теперь я вяжу 8 воздушных петель. И теперь провязываю вот здесь в обратном направлении соединительными петлями. Вот сюда завожу крючок во вторую воздушную петлю и провязываю соединительную петлю. Ну, вот здесь сверху завожу крючок и соединительная петля. И так провязываю до самого низа соединительные петли. То есть мы провязали 7 раз. Теперь в следующую петлю завожу крючок и вяжу столбик без накида. 3 воздушные петли. И теперь мы вяжем пико. В первую воздушную петлю завожу крючок и делаю соединительную петлю. Теперь пропускаю одну петлю. В следующую петлю я провязываю столбик без накида. Первый и потом в следующую петлю второй столбик без накида. 3 воздушные петли. В первую петлю завожу крючок и делаю соединительную петлю. Таким образом соединительная петля. Пропускаю одну петлю и в следующую петлю вяжу столбик без накида, первый и второй столбик без накида. И опять 3 воздушные петли. В первую воздушную петлю делаю соединительную петлю. Одну петлю пропускаю и 2 столбика без накида провязываю. И таким образом мы вяжем дальше до середины. Вот здесь я провязала середину, воздушная петля, провязала пико, последний вот элемент.
И теперь вот здесь завожу крючок в вершину, провязываю 1 столбик без накида, 3 воздушные петли, провязываю пико опять соединительной петелькой. И в эту же вершину провязываю еще 1 столбик без накида. Вот так вот выглядит. В следующую петлю провязываю 2 столбик без накида, 3 воздушные петли и соединительную в первую. Пропускаю внизу 1 петлю и вяжу 2 столбика без накида. Первый столбик и второй столбик. 3 воздушные петли. В первую петлю соединительную и так далее. И так вяжем до конца ряда. Вот так вот выглядит. Вот я довязала до конца ряда. Вот здесь у меня я провязала пико. Одну пропускаю, и в последнюю вот петелечку я провязываю еще 1 столбик без накида. Или я здесь делаю лучше всего соединительную петлю, чтобы закрыть ряд вот таким вот образом. И теперь можно отрезать ниточку. Вот таким вот образом выглядит наша мини-салфетка. Я вам желаю приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. И до следующей встречи.